как же круто испытывать трудности. Для того, чтобы подняться очень высоко, часто просто необходимо упасть на дно. У человека есть два стимула в жизни. Нужно испытать эту боль, прочувствовать ее каждой клеточкой, каждым кусочком своего тела. Зачастую, лишь испытав боль разлуки, заболев, очутившись на дне финансовой пропасти или испытав какую-либо еще боль, мы поистине начинаем ценить те блага, которые имеем. И я могла бы сейчас начать петь заезженные дифирамбы по этому поводу, говоря о том, что нужно ценить то, что имеешь, и, оказавшись в плохой ситуации, нужно подумать о тех, кому сейчас хуже. Но нет. Это хорошие мысли, отличные, но не для этого видео. Здесь я хочу сказать о другом. А именно о том, как же круто испытывать трудности. И как же, черт возьми, они необходимы каждому человеку. Знаете, когда я только заболела ковидом 2 недели назад, я сразу же начала ныть и жаловаться о том, какая же эта болезнь суровая и ужасная. Ох, как же мне плохо, бедная я несчастная, скорее бы это закончилось. И так продолжалось около недели. Конечно, это был самый пик болезни, и мой мозг был, мягко говоря, не в адеквате. Я до сих пор, если честно, в шоке от того, сколько у моего мужа терпения, что он не собрал чемодан, не взял под мышку кота и не умчался вместе с ним в закат. Настолько я была невыносимой в эти дни. Так вот, в один из этих ноющих, так сказать, дней на YouTube я увидела ролик, который наконец-то напомнил мне то, о чем я сама обычно говорю, и о чем вдруг внезапно забыла под действием вируса. Для того, чтобы подняться очень высоко, часто просто необходимо упасть на дно. Именно оказавшись на дне, мы понимаем, что так больше жить нельзя. Нужно срочно что-то менять, причем кардинально. Нужно испытать эту боль, прочувствовать ее каждой клеточкой, каждым кусочком своего тела. Именно в этот момент, в момент нестерпимой боли, мы принимаем самые важные решения в своей жизни. И именно тогда у нас появляется огромный стимул и решимость оттолкнуться со всей дури от этого дна, чтобы выплыть из этого океана боли, чтобы выпрыгнуть из него как дельфин, но в отличие от оного больше туда не возвращаться. Да, у человека есть два стимула в жизни. Первый – идти к тому, чего хочешь, и второй – двигаться от того, чего ты не хочешь. И знаете что? Как ни удивительно, второй стимул влияет на человеческий мозг гораздо мощнее и сильнее способствует тому, чтобы человек начал наконец двигаться. Я испытывала это много раз на себе, пока не испытала нестерпимую боль в отношениях, не начала искать путь к взаимопониманию. Пока не оказалась заложником бесчисленных долгов, даже не задумывалась о том, чтобы стать финансово грамотной. Пока не осознала, что мое здоровье упало ниже плинтуса, и я набрала лишний вес, я не позволяла себе правильно питаться и следить за собственными эмоциями. Мы, люди, так устроены, что всегда привыкаем абсолютно ко всему. И пока мы находимся на среднем уровне, неважно чего, заработка, отношений, здоровья, рано или поздно нам становится комфортно. А для человека нет ничего труднее, чем заставить себя выйти из зоны комфорта. И мы продолжаем, так и живем середнячком. Ведь для того, чтобы повысить свои стандарты, нужно встать и начать что-то делать. И делать придется гораздо больше и усерднее, чем обычно. И в этот момент, осознавая это, ты съеживаешься, становишься меньше. И вот ты уже снова сидишь на своем диване, пьешь шардоне из чайной кружки и смотришь сериальчик, зная, что завтра тебе на нелюбимую работу, а рядом сидит человек, который сам не знает, почему он с тобой. То есть, конечно, мы бы с удовольствием зажили прекрасной, богатой жизнью, во всех отношениях богатой, которая была бы полна изобилия и радости. Но нет, для этого нужно сделать слишком много, да и вдруг ничего не получится. Так зачем выходить из зоны комфорта? Ради того, чтобы потом снова упасть? Нет, это не для нас. Но вот когда мы шмякнемся со своего уютного холма, да на дно пропасти, вот тут уже у нас просто нет другого выбора. Мы либо оттолкнемся от этого чертового дна и заберемся на великолепный Эверест, либо так и останемся на этом вонючем дне с кучей тараканов и скелетов тех, кто выбрал путь не сражаться. Вот почему падать это круто.
Это дает такого хорошего пинка. Это так заряжает. Поэтому надо благодарить свои падения. И нужно радоваться им настолько, насколько ты способен в этот жестокий и тяжелый момент порадоваться. А если ты не в состоянии даже на секунду улыбнуться своей неудаче, тогда плачь. Реви, как ребенок. Позволь этой боли проникнуть в каждую клетку твоего тела, чтобы тебе опротивило это состояние. Чтобы ты набрался смелости и плюнул этой боли в лицо, громко, четко закричав, что ты больше не собираешься быть рабом зоны комфорта. Спасибо за внимание, ребята. Как говорится, прорвало. С вами была Анна. До скорого.